Всем привет, с вами Кузнецовский Брэд. Продолжаем проходить третью часть Mass Effect в легендарном издании, который меня несколько расстраивает в плане того, что, как я уже говорил, не могу получить плюшек, так еще оказывается, я инфу проверил, нельзя здесь играть в мультиплеере, они не завезли мультиплеер. И вроде как единственный вариант, как поиграть в мультиплеер, это как-то там на пиратке можно, то есть это сделать и тому подобное, но мультиплеер здесь был как, мне он очень нравился. Я поначалу, когда не была возможность, играл, но потом возможность пропала, и я до сих пор жалею, что у меня этой возможности не было нормально поиграть в мультиплеер, потому что я там, наверное, до первого дополнения в мультиплеере играл, а потом нет. Там даже смог солдата прокачать 20 уровня. Ну, в общем, очень расстроен. И получается, и тогда не наиграл, и сейчас вообще поиграть не смогу никак. Это меня очень-очень расстраивает. Я думаю, еще хотя бы... What the fuck? Я-то думал, что... Блин. Хотя бы на год мы могли бы подрубить мультиплеер. Омега, пора. Шепард, я готова поговорить о своем проекте, том, который упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на Цитадель, там будете ждать батарианец по имени Брей. Стивен Хакет. От Кали Сантерс. Тема спасибо. Здравствуйте, капитан. У меня не было времени должным образом поблагодарить вас, когда вы спасли нас в Академии. И адмирал Хакет согласился переслать мое вам письмо. Мои студенты сейчас на дежурстве, а я всем, чем могу, помогаю в работе над Горном. Это потрясающий проект, самый сложный из всех, что я видела. Самые технически подкованные мои ребята остаются, чтобы принять участие в проекте, и когда я вижу, как они работают, вот за кем будущий капитан. Этот проект ознаменует многие поколения человеческого прогресса. И благодарить за все это буду вас. С наилучшими пожеланиями, Кали Сантерс. Миранда Лоусон. Капитан, я слышал, ты остаешься с Альянсом. Могу лишь представить, чего они наговорили, лишь бы удержать тебя. Нам надо поговорить. Лучше вживую. Ты найдешь меня на Цитадели в доке D24, Миранда. Эшли Вильнюс. Капитан, Удина сделал мне предложение, и я приняла его. Я Спектр. Поверить не могу. Все кругом рушится. Значит ли теперь хоть что-нибудь это должность? Да, там власть, ресурсы, свобода. Но... Не знаю, короче. В общем, ты понимаешь. Если будет возможность, навести меня в больнице. Меня все еще держат там, но я планирую скоро улизнуть. Да, хотел я, конечно, на Иден Прайм, походу придется... We wouldn't have known about them if you hadn't caught the distress signal. Nice work. Thanks, Commander. Но, походу, придется опять сквозануть на Цитадель. И зависнуть там еще на час. Я посмотрел хронометраж той серии. Это бляха капец, конечно. Я там за кадром, конечно, сейчас полетаю по секторам. Да по-любому. They were throwing out some impressive biotic power. Good. We could use some heavy hitters in the biotics department. It'll be good for them too. Biotics face a lot of discrimination. Maybe if they save the galaxy, people will get over their issues. I didn't expect you to be sensitive about that. Hey, I'm just tired of them stealing the spotlight from people with actual disabilities. I break ribs if I sneeze too hard. Being able to move crap with your mind is not a handicap. Тем более нужно что-то сказать на Цитадель, все-таки пересмотреть свое вооружение, либо его как-то качать, я не знаю, потому что что-то там мне не нравится. I have amusing memories of her attempts to insert additions into my reports to the Elusive Man. Most of them centered around inappropriate uses of the word cockpit. Кокпит. Так что, блин. Я не знаю, либо просто надо их прокачивать, но вот... Что-то фиговое. Кориза меня не впечатлил на самом деле. Что-то на высоком уровне сложности.
может, я просто много от него ожидал. И эта штука, которая... Она хороша, которая у меня была до мотыги, винтовка. Как он там, молотобоец, по-моему, как она хороша. Но ее, походу, надо качать. Так, запись звонка Касуми Гота профессору Скотту Олаусену. Здравствуйте, профессор. Помните, вы говорили об уникальном сервере связи? Олаусен, вы знаете, где он находится? Касуми. Лучше. Посмотрите у своей двери. Олаусен, Но он же заперт в здании Цербера. Касуми, уже нет. Олаусен, это бесценный вклад в проект. Горн, спасибо вам, мисс Гота. Касуми, да я-то что? Вы блестящий астрофизик, а я так независимый техник-эксперт. Кстати, вы не поверите, сколько кредитов Цербер оставляет лежать без присмотра. Звонок Александрс Джек. Джек, Сандерс, привет, детишек смотришь? Сандерс, как они, Джек? Джек, нормально, держится. Надолго это? У меня же дел до хрена, Сандерс. Я хотел тебе сказать, мне удалось убедить друзей из Альянса расстаться с биотическим усилителем, который ты с детьми испытывал в Академии. Можешь забрать его на цитадели. Джек, блин, это который s03ep11? Ты представляешь, как я всем могу навалять, если такой поставлю? Кали. Да уж, представить. Можно представить. Береги себя. Джек, да, ага, это... Спасибо. Письмо к Александру Дэвиду Андерсону. Дэвид, это письмо ты получишь не сразу. Придется еще поискать на Земле работающее экстранет соединение. Я добралась до того здания, которое мы строим. Устройство не готово еще и наполовину, но это уже самая потрясающая конструкция из всех, что я видела. Дэвид, я бы очень хотел, чтобы ты это увидел это и ты. Меня об этом дает... Простите. Дэвид, я бы очень хотела, чтобы это увидел и ты. Мысль об этом дает мне надежду. Береги себя ради меня. It was odd to see an entire academy just for biotic children. Don't Asari have biotic schools? Every Asari school includes biotic training programs. It's basic education. Still, those children in the academy were very impressive. I'm sure Jack's proud. Конечно. Она, наверное, в них всю себя вложила. За полгода, кстати. Неплохой результат, я бы сказал. У Джек определенно есть, скажем так, жилка преподавателя. One of the worst parts of this war is watching the kids react. If they're lucky, they grow up thinking the galaxy is basically a decent place. Some rough spots here and there, but for the most part, life makes sense. Now they find out it was all a lie. They wake up to see these things in the dark that just want to destroy everyone they ever cared about. If they survive, there'll be a lot of angry orphans out there looking for answers. Что мне кажется, теперь, видать, после любой значимой миссии надо будет, походу, общаться с экипажем, потому что диалогов накопится, видать, дофига, и не факт, что они все не смогут воспроизвестись. О, кстати, это правильно, что я сейчас сюда зашел. Для начала посмотрим, что там у этой. New footage from Earth reveals the Reaper's plans to attack large industrial centers. Which cities are next? Find out inside the battle space. You know, in the old days, they didn't have automat on cameras. Reporters had to cake on the makeup. Очень важное замечание, которое прям вообще невероятно. О. I knew this was coming. I just mean, it's an amazing work of engineering. Elastic titanium silicon polymers, ultra-light harmonic phased power cells. Донали, ты опять за старое. And if she ever accidentally walks into a wall, there's just so much padding. I knew it. Wish I were a wall. You pretty much are, Kenneth. It's great to be back. Feels good to be in an Alliance uniform again. Welcome aboard, Chief. Так вы что, не хотите со мной разговаривать? Вам диалогов не прописали? Need anything, Commander? How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern.
How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Ну, все-таки частично за это ты можешь поблагодарить Цербера. Он этот нашел. I told you Shepard would come visit. Он нашел этих двух ребят. Я просто их вернул обратно на корабль. Commander. Sorry. Didn't see you there. This is a recording from Ferris Fields. Months ago. I lost a lot of friends that day. I lost my husband. I grieved. Said goodbye, made my peace. You were talking to him when the collectors hit? I was organizing construction at a remote station a few clicks south of the main colony. Robert managed to get outside of the field the collectors put up. Instead of running, he called me. I'm sorry for your loss. He obviously cared a lot about you. He was afraid I wouldn't let go. But for him, I moved on. Or at least I thought I had. Then the invasion hits, there's no time. And the one thing I grab is this. I mean, what's the point of moving on with your life when everything is going to hell? Start thinking that way and we've already lost. К чему-то разговор. Будет какое-то задание или что? Well, to be honest, I've never felt as alone as I do right now. We all die alone. In the end, you're defined by what you've done. Yeah, you're right. But don't worry, Commander. When I'm in that pilot seat, I'm there 100%. I won't fail you. It's just the downtime between missions that's hard, you know? You can handle it. Ты, блядь, мне только вот за этим позвал, что ли? That Jack is a mean SOB, but kind of hot. Могу вас свести, если хочешь. Серьезно, Джеймс. Если тебе интересно, могу вас свести. Ладно. Сейчас я за кадром полетаю, поисследую систему на поиск каких-нибудь ресурсов и включусь уже на цитадели. В общем, подумал я... Идем за протанином. За протанинским артефактом, точнее. Да, я тут немножко винтовик улучшил, молотобойца пока не ставил обратно. Я мотыгу поднял до 5 уровня. И сейчас вместо Кризе ставил, по-моему, кишок. Снайперку. Там уже когда чуть в этого веса еще как-нибудь подуменьшу улучшениями или в чем-нибудь таком духе, то, возможно, куплю еще пистолет-пулемет. Скорее всего, N7 ураган. Чтобы было как третье оружие. Да, вот пока так, типа, да, гарпун, орудие, кишок и мотыга. А, мотыга 4-го, не 5-го. Ну, эти я, конечно, не улучшал, как обычно. Кризе остается кризе. Ну, не знаю, что ему. Стабильность. Да, наверное, стабильность. Вот молотобойц до 3-го поднял, он там нормально уже. Если дальше качать, что-то может тут с него и получится интересное. Я только не знаю, что напор адреналина, наверное, качать. Уменьшает. Либо уменьшает урон на 25, наносимый здоровью щитам, либо же лечение урона от оружия. И еще времени замедляет больше.
Вычитать мощность щитов. Наверное, все-таки это, чтоб просто больше наваливал. Так, у тебя что? О, вот это хорошо. Это забей, у тебя там и так бонус стоит. Так, подождем. Все. Надо купить, короче, какой-нибудь пистолет и пистолет-пулемет. Чтобы эти базовые не качать. Слишком мало денег на самом деле. И мало денег дали после второй части, с учетом того, сколько там накопило ресурсов и денег. Ладно. Отвлекся. Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. I remember the reports. I was busting my ass trying to find evidence against Saren. Hearing that he'd attacked a colony while I sat mired in bureaucracy, that was a bad day. Интересно, вот если, допустим, как-нибудь Эш вернуть себе в команду и дождаться этого момента и слетать потом вместе с ней сюда, будут ли какие-то особые фразы или нет? Надо будет погуглить ради интереса. Почитать. You always did prefer a straight-up fight. And you're always good at helping me find them. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Если это не понравится, я не знаю, будто копить на черную вдову. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Надо было все-таки мотыгу до 5-го поднимать. 5-й уровень все-таки звучит красиво. Так, ну что ж, сразу всем все растыкаем. Всем все растыкали. Да, теперь хотя бы зеленая, а не красных оттенков, как это было раньше. Так, сразу подготовим гарпун. Денег немного собрали. Гранаты. Обновление по процедуре. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают историю о том, что они выполняют тяжелый, но безопасный ручной труд в исследовательском лагере Цербера на другой стороне планеты, поэтому увеличение рациона еды, выдаваемой в качестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддержите такую версию как можно дольше, у нас не хватит сил, чтобы открыто сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не увидят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. It's a Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. So, Liara, ever dug up, what do humans call it? A dinosaur? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. A bit. But at least you're catching on these days. There. That's the elevator that leads down into the dig site.
Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. Like the collectors, or those bodies we found back on Ilos. Like the bodies we found back on Ilos. But this one is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years. То бишь там не хватило? Think of what we could learn. В специальном месте, которое устроили для таких случаев, там не хватило, а тут хватило. Это как так? What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Galactic community? You'd think they had something like a council? Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. They had an empire that spanned the entire galaxy. It's unlikely they did that just by playing nice. Of course. They must have had an impressive military as well. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Мне реально интересно, как хватило энергии в том убежище. Breaking open the pod would kill him. Хотя в убежище на Айлосе не хватило энергии. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. There they are. Да, не самые. Я быстро стрелять, конечно. Ладно, попробуй теперь не задерживать. Тоже одна зарядка, да? Ну, вот если удерживать, она мощная. Если не удерживать, то это говно. Где она там? Ну там, по-моему, Гарос ей раздает. Да. Вот эти альтернативные режимы, конечно. Мне очень-то уж мне и нравится. Типа вот пока не удерживаешь, она, ну, так себе стреляет. Удерживаешь нормально, но по всем при этом снайперы уж очень быстро выцеливают, очень больно стреляют. Обновление по передислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с сервера для поддержки. Все оставшиеся на севере силы продолжайте плановое патрулирование для поддержания у противника иллюзии того, что у нас здесь сосредоточены крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности. Ну, никто не спорит, никто не спорит.
А, сюда нельзя, что ли? Ничего, просто так. Угу. Ну, как-то я не скажу, что прям большую прибавку я урона увидел. А ящик пустой стал. Здорово. Как здорово. Походу мне нужно все-таки посмотреть, что мне там. Наверное, надо на боезапас еще сделать. А вон он, да? Пойдет. Ай, бля. Блять, не хватало еще здесь умереть. Роняй его. А он разряжает. А, внутри здания еще кто-то есть? Или наверху? Ну. Где-то наверху, что ли, спрятался? Да и хрен с ним. Отлично. Обновление данных по расположению повстанцев. Мы получили информацию от нашего источника в Иден Прайм по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 22 до 23 часов. Они подтягивают свои войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. После начала атаки дайте возможность доктору Вильяму Комитет бежать, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию. Если повезет, местные сочтут его героем, единственным, кому удалось убежать из ловушки Цербера. Они даже могут сделать его командиром. Мне бы, конечно, патроны бы не помешали. А, вот ты где. Хотя... Ну, вот в неинтенсивных боях она как бы неплоха. Это снайперская винтовка. А в интенсивных боях прям сложно с ней будет. Потому что только вот через зажим у нее что-то там интересное по урону получается. А, все это время здесь было немножко патронов. Обалдеть. Нет, не спрыгивает все равно, ты глянь. Дай мне вниз спуститься. Там, походу, Гарус кряхтит. И... А, вот оно. Я ж подумал, что и все, что ли? Еще патронов. А здесь пусто. Где должны быть патроны?
Эти просто на пофиг бегут, даже не стреляют. Да, убежище неплохо потрепали. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Жесть. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Опа, левел ап. Действие. Ближний урон. Нахер, это время действия. Гарус, подождешь. Сингулярность. Вот, отлично, все. Погнали. Так, там вроде все забрали, что по идее можно было забрать. Солдаты Альянса валяются. Один вообще сидит даже. Двое сидят. They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold. It's somebody's home. We didn't kill these people, and we're going to shut down the bastards who did. Причем они почему-то сидят прям в форме. А что так долго восстанавливается? У меня сейчас даже бонус на восстановление стоит, я скажу вам. Ёп, твою мать. Ох, это было сейчас нехорошо. Дернуло. Ой, блядство. Мимо. Мимо. Пойдет. Где он? Опача. Да, блядство.
Вроде бы все. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Так, понятно, отсюда мы пришли, условно говоря. Патронов здесь нет. Патроны есть здесь, это уже хорошо. Денег что-то здесь практически нету. Ни улучшений. Нифига. Все патроны. Ответного огня я не вижу, кстати, никаких. Все равно какая-то артиллерия должна была по ним работать. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Вот он, беженцы. Как вы хотели. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans use to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Ну да. Backup forces are here. Пойдет. Крутани. Хорош. Опа. Все? Как ты здесь оказался? Сволочь. Патроны все равно уходят, как горячие пирожки. Вроде бы урон качаешь больше, а один хрен. Борода. Ой-ой-ой. Там целых 2 турели стоит. Ну блин, Ляра, ты уж извини, конечно, тут я ничем помочь не могу. Не, капец. Не, пока живой.
Да блин, далеко убегаешь. Попал. Так, этот убит. А где патроны-то брать? А все, окончилось. Во второй части они хотя бы патроны спаунили через какое-то время. Даже на безумном, а здесь что-то прям... Что-то прям. И одна аптечка осталась. Найдите другой путь к капсуле. О, сейчас бы еще вспомнить, где он. Другой путь к капсуле. Не, здесь вряд ли. Стекло не разбивается. А, тут это вот так вот. Без гранат, без патронов. А урон он не впитывает до хрена. Просто. Нещадно до хрена. Что это сейчас было, Шепард? Патронов бы. Дайте. Дайте патронов. О. Ну вот, да, и патронов мало дают. И, в принципе, все-таки это ошибка была. Ограничить себя двумя оружиями. Двумя пушками. Скажем правильно. Большая ошибка. Но мне откат скиллов тоже бы нужен, по-моему. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Heavy Cerberus forces inbound. Looks like we've got a siege on our hands. Не убил. О, крутаника там. Плохо крутануло, конечно, очень плохо. Да. Блять. Это еще прикольно, что он по дуге стреляет, а не прямо. Типа, что это гарпун. Я думаю, справитесь. Сам попался. Черт. Не того пригвоздил, кого хотел. Блядство. Так, мне надо в дом. Looks like we've got a second to catch our breath. If anybody needs fresh clips or a bathroom break, now's the time. Дом был ошибкой.
Патронов там нет. Где? Где? Покажи, где ты видел? В соседнем здании, говорит. Ой, бля. Крутани. Так, есть проблемки. У него что в здание будет заходить? Да вы чё? Ведь... Хотя бы патроны бы с собой занесли, что ли. В смысле, откуда? What the fuck? Там что-то было написано. Лиара упала, это плохо. Ну извините, тут я нихуя не могу поделать. Да все, забей, блять. Тупо в доме зажали и все. Крути их. Ауч. Уф, справились. Вроде бы. It may take him some time to fully regain consciousness.
Вот так вот. Ты еще упади с платформы. Be careful, he's confused. Да, только ты проснулся, ну, более чем спустя 50 тысяч лет, по-моему. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No. The bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardments. Get to your life pod now. The bunker is secure, Commander Javik. What is left of it? Few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods! I need the few that are left! Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Вот так вот. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. Turian. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. А ты думаешь, Will you join us? ты тоже все время You раньше fight был the Reapers? примитивом? Yes. Then we will see. Да, кто будет пожать руку обезьяне? That's correct, Admiral. Что-то у меня But he's сегодня not quite прям what we очень expected. плохо. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. С защитниками хотя бы, не с мстителями. Will he? That depends on you. I can sense fear in you. Anxiety and distress. The Reapers are winning. Ну, вас не тоже побеждает, ничего What do you mean, такого. you sense?
All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which? You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Во-первых, во-вторых, мы не знаем ваш язык. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Много требуешь. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. Капец ты We found this нагнетаешь. at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. Чё замолчал-то? Алло. Ебать, это легендарное издание, в рот его. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes,
I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago. In ways we could never imagine. Это все время так, что типа, мол, если кого-нибудь там из прошлого позвать и начать с ним разговаривать, особенно там, что вот, у вас было так и так, а потом тебе начинают говорить то, что там, ну, реальность какая была по факту, все таки, да не может быть, вы, оказывается, не такие, как мы себе представляли. Или когда там, допустим, ну, с каким-то какого-то человека там где-то смотришь, тому подобное, потом предоставляется возможность с ним вживую поговорить. Блин, то же самое примерно, может быть. And we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor.
It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted. Then Что в итоге и было. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved? I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik. Then welcome aboard the Normandy, Javik.